Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, здравствуйте. Рад видеть, Александр. Всем зрителям привет. Семен, начать наш разговор я сегодня планирую все-таки с такого эпохального воровства, которые забивают вот этими тряпками, портянками, пытаются вывешивать какие-то маски аудита, пытаться предстать перед западными партнерами из Украины, но я немножко обескуражен. Смотрите, с российской стороны мы видим поедание попкорна. По большому счету. Да, там выходил Медведев, да, там чего-то говорила Захарова, но это все как бы проходные вещи. С украинской стороны мы видим, как после такой паники своеобразно начали вбрасывать вот это вот, не шатайте президента, коррупция была всегда и везде, тем более война, ничего страшного, все такое. А люди, которые пытаются разобраться, они просто диву даются в момент, когда отключение света, в момент, когда тяжелейшие обстрелы, которые как бы информационно помогают Зеленскому, да, мол, смотрите, какая война, а мы тут защищаемся. А у них воруют. Ведь это как бы украли не у кого-то, какого-то мифического энергоатома или каких-то, не знаю, там, оборонки какой-то. Это конкретно украли у гражданского и у солдата. Вот неделя вся прошла под знаком вот этой хуцпы, да, граждан Израиля. Как вы оцениваете эти события? Действительно ли мы... много таких было в начале недели заголовков, мнений начала-конца Зеленского. Что думаете? Мнения очень разные мы слышим, но в них надо выделять настроение. И я попытаюсь сейчас разделить два потока. То, что называется политическая реальность, и настроение, или вот в рамках когнитивной войны эмоциональные волны, которые гонятся. Первое. После истории с Павлом Лазаренко, это еще 98-й год, в общем-то, то, что украинская элита занимается в первую очередь мародерством, назвать это воровством не очень корректно, потому что воровство бывает разное. Можно в магазине что-то украсть, да? Можно составами воровать. Все это воровство. Но это не дает сущностной оценки. Это мародерство. То есть мародерство это что такое? Когда где-то происходит пожар, да, а я там, как в анекдоте, магнитолку себе дерну. Поэтому, первая характеристика, да, давайте. Вторая. Это реакция общества. Смотрите, общество находится в глубочайшем психозе. То есть, вот эти вот качели эмоциональные из рада перемога, они уже сколько лет? По большому счету уже 25 лет, начиная с Украины без Кучмы. Только амплитуда все увеличивалась. И вот это общество в таком состоянии очень легко сорвать с петель, да, этих вот эмоциональных. Что и произошло. Поэтому с точки зрения вот именно процессов политических, вот если мы возьмем их вот в диапазоне, пятилетки, например, да, ничего нового не произошло. Я напоминаю, что такое был Зеленский накануне СВО. Самый распространенный бренд, как его, велике крадівництво. Правильно же, да? Рейтинги уже падали. Уже, в общем-то, все потирали руки, какие будут перевыборы. У «Слуги народа» тоже обрушивались рейтинги в местных советах. Почему это происходило? Потому что для того, чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться. А Зеленским произошел классический политтехнологический приемчик. Именно очарование. Потому что это же были выборы не Зеленского, я напоминаю, а антипорошенко. И вот этот вот кредит доверия, который был выдан, он на самом деле уже к 2021 году всем все было понятно. Но не было СВО. Вернее, скажем так, были боевые действия, которые не замечали. Я же эту историю «Я не лох», вы же помните? Была же попытка, да? Типа Минские соглашения реализовать. Посчитали, ладно, пусть на Донбассе там все продолжается, как и раньше, мы это не будем замечать. И вот когда эта ситуация, в которой жили значительную часть, там же не только неподконтрольные территории. Непонятно, что было в том же Мариуполе, когда он был под контролем, что там Азов творил. Люди пропадали, там жуткие вещи проходили. Или в том же Красноармейске.
Очень. Но теперь это распространилось после того, как на всю Украину этот хаос, то, конечно же, общество стало еще более эмоционально раздражительным. И теперь качается на вот этих вот качелях с большим удовольствием. Но сначала СВО произошла внутри пост-Украины прививка патриотическая. Это, как я многократно говорил, это была главная ошибка, когда войну между государствами, а изначально это была война между государствами, решили превратить войну еще и между обществами. То есть, народную сделать войну. И общество какое-то время находилось в иллюзии. Иллюзий было несколько. Весь мир с нами, я напоминаю. Второе, сколько там? Ракет осталось на 10-15 дней у России. Значит, третье. Значит, москаль Кацап бежит из-под Киева, из-под Харькова, из-под Херсона. И завершилось это все огромным самооблучением. Ну, там были еще ряд, так сказать, удач военных. Ну, конечно же, самое яркое это было с крейсером «Москва» и с Крымским мостом. Я просто напоминаю. И вот эти вот иллюзии самооблучения, они за скобками оставили все, что происходило вокруг Зеленского. Хотя все с ОПГ 95-й квартал было понятно еще во второй половине 2021 года. Я напоминаю, это не в России придумали велике крадівництво, вот, не в России все вот это кумовство начало распределяться. Еще задолго до СВО всесильным становился. Но я напоминаю всем, кто забыл, отличную таблетку для памяти. Это очень, кстати, разумные беседы Богдана, человека, который приводил к власти вот эту ОПГ. И он же незадолго до начала СВО, ну, он уже уволился тогда, и он, в общем-то, расклады все давал, как работает эта власть. Ничего нового не произошло. 5 лет прошло. Второе, я напоминаю, тоже Коломойский, который сейчас тоже внезапно выполз, да, он, в общем-то, тоже ничего нового не говорил. Он все то же самое рассказывал. А тут же по поводу... Главное же возбуждение произошло, что это же, значит, бледнолицые братья увидели вот это воровство. Но я всем хочу напомнить публикацию Wall Street Journal. Это как раз конец 23 года. Это же уже финал команды Байдена. И там тоже на Западе якобы начинают прозревать. И вот там прямо говорится, вот я сейчас чуть-чуть процитирую, что проект на Украине – это вообще личный проект Блинкина, Тори Нуланд и ее мужа Роберта Кагана. Говорит один из бывших сотрудников ЦРУ. Тори и Роберт продали эту тему Блинкину, которому отчаянно требовались личные истории успеха. И дальше вот приводится история. Они с Киевом работают через руководителя офиса Зеленского Ермака. Через него заводятся все финансовые потоки. И вот главное, ради чего. Блинкин говорит, мы дадим завтра 500 миллиарда. Ермак кивает и говорит, хорошо, но 30% наши. 20% отвечает ему Блинкин. Ну, понятно, кому отходят еще 10%. Это конец 23 года, 2 года назад. То есть, эту историю со сливом индейцев, которые проворовались, бледнолицые братья готовили давно. Началось это, я напоминаю, при пересменке Байдена. Ну, вернее, когда они уже отказались от кандидата Байдена, потому что единственный смысл, кроме мародерства и заработка на войне, а это традиционный заработок США, где они устраивают войнушку, а потом в первую очередь зарабатывают свои элиты и с местными вождями делятся. Они начали сворачивать еще осенью 23 года, когда стало понятно, что так называемый украинский кейс не станет победным, потому что вся иллюзия контрнаступа и весь спектакль, весь мир с Украиной, он разыгрывался в первую очередь, я сейчас не беру мародерские схемы, а политический смысл был в переизбрании Байдена. В рамках сценария мы наносим непоправимый ущерб России. И под это, в общем-то, тогда же уже расползалось европейское сообщество. Ну, такие были разнонаправленные процессы. Это позволило получить прививку. Прививку такого вот евроатлантического патриотизма. Погодите, не только я на сейчас Украине. сразу уточню, потому что это важно. Украина не наносила такого ущерба России
Вот с тех пор мы просто говорим о, там, условно, там, 23-м годе, да, вот, ну, о том периоде, да, вот Камала Харрис, это внутренний переворот в Да, да, США, да, который да. произошел. Ну, то есть мы понимаем. 23-й, 24-й, 25-й, вот это вот мы в динамике смотрим ситуацию. Украина только сейчас наносит вот этот ущерб, который, ну, потому что он самый масштабный, можно назвать непоправимый. И речь идет об НПЗ, речь идет о подстанциях, речь идет о, ну, вот этой вот длинной руке, которая бьет, добивает в диверсионных операциях, потому что, ну, мне, например, многие солдатики, давайте я так выражусь, да, очень мягко, которые солдатики говорят, ребята, да, летит там по какой-то военной части, но они запускаются с соседнего села. То есть это все вот эти рассказы о том, что он там преодолевает 1000-2000 километров, это все, конечно, липа. Но тем не менее, ну, люди просто пишут, да, прямой эфир, общаются. Я хочу понять, но это же при Трампе этот ущерб. Он сейчас кому играет на руку? Трамп, который вот сегодня опять декларирует, хочет закончить войну, а ущерб-то идет. Трамп может декларировать все, что угодно. Но война – это такой процесс, это же как джин, который выпущен из бутылки. Для того, чтобы остановить подлинно участие США, нужно прекращать вооружать конкретно Украину, не просто вооружать, а закрывать логистические центры, в первую очередь, в Польшу. И во второй очереди в Румынии. Никакую войну Трамп завершать не хочет. Он играет на свой личный имидж. Как мы уже многократно выясняли. Это шоу. Он мастер шоу. И ему нужно показать, что эти две стороны, значит, не могут договориться. Ну, типа, Москва и Киев договориться не могут. Но это же прием, рассчитанный тоже на рыбок Гуппи. Потому что еще при первой каденции Трампа проходили поставки тех же джавелинов. Вот. Все продолжалось еще при предыдущем Трампе. В этом особенность политической системы США. Они с помощью своих выборов дурят как внутренних избирателей, так и внешних игроков. Это вот очень хорошо было. Мы сейчас разбираем как раз в этот период истории США. Вот. Я всем рекомендую именно в исполнении Айзека Азимова историю США, потому что он все-таки выходец из наших, так сказать, нашего региона. И, ну, как бы образы более понятны. Это не чистый американец. Оккупация Филиппин. Она была очень жесткая. А потом через 5 лет сменилась администрация. Кнут и пряник. Ничего нового нет. Это старый имперский метод. Сначала закручиваем, потом чуть-чуть приоткручиваем, и все вроде как будто довольны. Лагідна оккупация, ласковая оккупация. Ну, также именно запугивали жителей Донбасса, Крыма. Я напоминаю, что те эксперты, которые сейчас там сильно про мир рассуждают, а в 15-16 году писали статьи о том, как мы будем, значит, лишать гражданских прав, о том, те, кто, значит, получил российский паспорт, это предатели, сволочи, значит, и всех вас выселим. Этим же запугивали, да, обещали, что скоро будем на, значит, набережной Ялты хозяевами себя чувствовать. Ну, это же было на протяжении 5-6 лет. Вот, ну, там, с 14 по 21 год. Вот. Соответственно, теперь ситуация поменялась. И вот эти самооблучения пропагандой, границы 91 года, нанесение ущерба, это все невозможно. России можно причинить в силу несопоставимости экономических потенциалов, а самое главное, что Россия воюет на свои технологии, энергоресурсы, деньги. Никто ж не в долг не дает на войну России, правильно? Все на свои. Наоборот, все еще зарабатывают на России, потому что, ну, посредничают на этой войне, так или иначе. Но с Украиной другая ситуация. Она вынуждена создавать иллюзии про нанесение ущерба. Ну, несопоставимого с жизнью. Да? Ущерба много нанесено с начала 22 года. Я напоминаю. Крымский мост. Ну, мало того, что это было имиджево, но это было еще и очень подло, потому что там в темную поимели этого перевозчика армянского. Он даже не понимал, что происходило. Вот. Потом очень дерзкая была украинская операция. Это вот как раз когда дроны выпустили по стратегическим бомбардировщикам. Да, паутина или как она называлась. То есть, это много чего было со стороны Украины.
неприятного нанесено России. Или, например, Курский контрнаступ, да, ну, то есть это афера, которая, ну, кровавая афера, сколько она обошлась жизней. Ну, наша сторона говорит, что порядка 70 тысяч, если я не ошибаюсь, да, только погибших было. Для чего это было? Для картинки. Я все эти напоминаю, ну, факты. Для чего? У нас две разных войны идут. Киев ведет войну. Это большая украинская трагедия, как я ее называю, в рамках всемирной медиа, ну, культурной системы. Это где Зеленский играет роль царя Леонида, который, значит, ну, из 300 спартанцев, да, Украина это 300 спартанцев, а это, значит, злобный агрессор с Востока. Но эту картинку можно реализовать только если главный герой, который это все разыгрывает, он остается таким вот, ну, непогрешимым, да, то есть. А оказалось, что это просто коммерс. Обычный коммерс, который ничем не отличается от всех остальных коммерсов, которые были... Этим, кстати, всегда славился именно Днепропетровский клан, потому что вот Донецкий, он сильно не выпускал за пределы клана, ну, плохих новостей. Все внутри происходило, как Черчилль называл это московскую борьбу бульдогов под ковром. То есть они там грызутся, а потом только выносят того, кого загрызли. А Днепропетровский клан в силу вот сильного влияния именно еврейской культуры, да, вот хуцпы, они всегда это делали с пафосом, много ругались. Напоминаю, началось-то еще и с Кучмы Лазаренко. Ну, казалось бы, сидите, пилите. Президент, премьер-министр, всю Днепропетровскую область уже. Вот эти же все Коломойский, Пинчук, Тимошенко, это кто такие? Это номиналы были Лазаренко. То есть, на кого он записывал активы, потому что сам не мог записывать, будучи чиновником. Ну, тогда говорите, сделайте внутри себя. Нет. Из них всегда это перло. Вот. И вот эти вот ну, разговоры, которые публикуют сейчас, вот, они, конечно, очень напоминают те же разговоры Коломойского. Я напомню, что вот в 2014 году он же не только занимался людоедскими делами, вроде людей похищали, там очень много работали инкассаторские машины Приватбанка под видом, да, которые набивали непонятными людьми. Много разных людей похищали. Да, но при этом он еще и пиарился активно. Он с Губаревым выходил, например, на онлайн-связь. Я напоминаю, да, 2014 год. Пытался что-то доказать. Эти люди, вот этот вот Днепропетровский клан, они увидели в крахе государства личные возможности. Ну, потому что до этого их все время прижимали. Сначала Донецкий клан очень сильно прижимал. Вот. А потом еще прижимали, ну, внешние партнеры. Потом пришлось все-таки поделиться властью с Порошенко. Ну, потому что в 2014 году Днепропетровский клан был одним из выгодоприобретателей по сносу клана Донецкого. Но пришлось поделиться немножко властью. Страну распилили. Я напоминаю, что тогда образовалась там часть республики, ну, я ее называл Евромайдан во главе с Порошенко, и образовался Днепропетровский каганат. Тогда же отдали несколько жирнейших областей. Днепропетровскую, Одесскую, на которую сел подельник вот этих всех бандосов Палица, да, и Волынскую. То есть, две таможни, и там, где... Поэтому страну они подребанили уже давно. А в 2014 году они уже перешли именно к мародерским схемам, когда государства уже вообще не было. Если раньше государство хотя бы использовали для взаимных разборок и могла что-то вернуть в госсобственность, но я напоминаю судьбу Семенюк, вот, которую убили, да, человек, который пытался заниматься реприватизацией, то есть хоть каким-то возвратом в госсобственность. Это произошло еще при первых оранжевых. Что стало со вторым главой тоже фонда госимущества, это Донецкий был. В окно выбросился, да, если я не ошибаюсь. Чечетов, да? Такая его судьба постигла. Поэтому элитка концы в воду спрятала еще в 2014 году окончательно. Вот. Но после этого у них пришел как бы внутривидовая борьба. И она была уже очень острая. Я напомню, накануне СВО это уже все было. Уже все переругались. Часть Днепропетровского каганата во главе с мэром и тогдашним его партнером же Корбаном. У них там своя партия была, укроп, конкурирующая в том числе Зеленскому. Но с началом СВО полился золотой бриллиантовый дождь немеренного бабла.
которое почувствовали все. То есть, такого притока бабла в стране не было никогда. Раньше-то все-таки бабло генерировало что? Металлургия, уголь, вот, зерно, ну и таможня, порты в широком смысле этого слова. То есть, это была какая-никакая экономика. Западные деньги, прямая помощь, это была привилегия воровства. Ну, кто президент и пара человек. А в 22 году пошло вообще, ну, как в операции да, то есть, там уже все, они как попали тогда на склад, да, с невероятным богатством, и можно, в общем-то, крошить и громить. И эта ситуация с бесконтрольными потоком бабла, она же продолжалась, ну, где-то как раз вот до конца 23 года, начала 24. А дальше потихоньку начали сужаться вот эти вот потоки, и все вернулось на круги своя. Кланы начали, ну, вернее, вернулись в состояние внутривидовой борьбы. Просто так как значительная часть общества постукраины самооблучилась идеей войны с Россией. Ну, во-первых, что это можно вообще такую идею себе допускать. А второе, что можно победить в этой войне. Дальше уже причины. Там, кто-то с нами, супероружие. Каждый по-своему самооблучился. Я И хочу вот это уточнить меньшинство... здесь, вот пока мы далеко не ушли от этих кланов, многие считают, причем тут неважно, правда, неправда, говорят офисные, в рамках антикризиса, вот этого пленок Миндича и вот этого всего скандала, запулили в 23-м году, как раз-таки в тот период, который вы нас отправляете, в том числе, да? То есть, разговор Ахметова и Порошенко, где они, собственно, делят Украину. Ну, там многие улыбаются, говорят, это все искусственный интеллект, в общем, не ведитесь, неправда. Но если предположить, что это правда, мы не имеем доказательств, да? Ну, может, это и правда искусственный интеллект. Но даже если это неправда, то именно с таким смыслом разговор-то и запускают, понимаете? То есть, когда они, собственно, там делят Украину. И, в общем, там Залужный, да, там все за нас, но мы ждем отмашки, вот это сейчас, вот это там на короткой ноге, то есть карта Залужного фигурирует, и, в общем, как бы Ахметов виляет бампером задним, понимаете, то есть там вот сейчас мне надо решить какие-то вопросы, там, Алексеевич, не торопись, ну, вот эти все моменты. Я хотел вот у вас поинтересоваться. Это нас, правда это или неправда, непонятно, но это нас отбрасывает вот туда, да, вот в эту борьбу, схватку кланов. Ну, как это? Прогрев Гоев, как в соцсетях пишут. Конечно же, это он. Вот. И, конечно же, то, что называется расчет. Ну, это очень простой антикриз. Его в народе называют «не мы такие, жизнь такая». То есть, смысл показать, что это было всегда, ничего, в общем-то, не менялось, и настоящие упыри, они там. А я напомню, что это антикриз, который корнями происходит еще из так называемого закона о деолигархизации. Помните, еще перед СВО был? О нем как раз очень хорошо Коломойский отзывался, который говорил, я вообще за этот закон честно заплатил, так сказать, бабки, и меня перестали считать олигархом. То есть, это попытка продолжать ту же игру, которую уже вела эта команда. Да? Но в ходе этой борьбы, как это во время пути собачка могла подрасти, это закон любого капитализма, потому что особенность в чем? Все стремится к монополии, и человек, который оказался наверху этой монопольки, он внезапно на него просто бабло сыпется. Ну, как это устроено, национальная американская игра, которая объясняет эту культуру, конечно же, монополия. Да? Вот мы же помним, мы начинаем игру, сначала у всех денег ну, чуть-чуть, да, а потом на 30-й круг внезапно оказывается, что фишки уже разобраны, ну, в смысле активы, да, а денег внезапно у всех стало много. Это не зря их национальная игра, как и бейсбол, потому что это командный все-таки вид спорта, где они учат, это же фишка американская, мы команда. А второе, они, собственно, как страна капитализма, в общем-то, торжествующего, они как раз учат этому понимать. Это закон любой монополии. Просто человек, который понимает экономические законы, он
знает, что это не он такой красавчик и молодец, да, ну просто так сложилось, что он у монопольки оказался наверху, и бабло стало стекаться к нему. А люди недообразованные, люди, которые, в общем-то, с азами, они, как это, помните из юности 90-х, подняться было такое и раскрутиться, понятие, да? То есть люди думали, что это не сложились обстоятельства, что они хапнули себе там кто-то фабрику, кто-то еще что-то, кто-то земельный участок. И, в общем-то, приток бабла на них стал концентрироваться. Нет, это оказался бы любой на этом месте. Вот, с ним бы случилось бы то же самое. Но ОПГ 95-й квартал, они начали играть в игру пропагандистскую. Вот в рамках этой когнитивной войны они начали лепить из себя героев во всемирном масштабе. Че Гевар, Фиделев Кастро, вот, Уго Чавесов, забывая одну очень важную вещь, что в пиаре и в рекламе ты можешь себе накрутить все, что угодно. Но это аванс. Это аванс, который тебе выдается. А дальше надо соответствовать всему этому. Поэтому мало из себя изображать Че Гевару или Фиделя Кастро. Нужно строить, например, государство. Да? Потому что единственное гарантия того, что мы выживает общество, это наличие государства. Но учитывая, что никто с 2014 года точно не собирался заниматься именно государственностью как институтами, а они все были отданы на аутсорс. То есть, вот нам семипосольщина будет, они нам скажут, какие реформы проводить. Значит, вот вместо того, чтобы заниматься развитием своих правоохранительных служб, нам построят антикоррупционные органы, ну, силовые, да, вместо того, чтобы думать, как выстраивать вооруженные силы, мы провозгласим курс на НАТО, а нам инструктора все придумают и все сделают. Это де-факто была сдача государственности, вернее, остатков государственности под внешнее управление. Но сделано это было под эгидой, что значит, мы евроинтегрируемся и вообще идем в свободный мир. Де-факто произошла самоколонизация территории, в которой обществу создавали иллюзии о том, что Украина двигается в какой-то развитый мир, а на уровне государства проходило отмирание, ну, социальных в первую очередь. Ну, когда на Украине перестали людей душевно больных, ну, как бы на учет ставить? Очень давно, еще в середине 2000-х. А извините меня, там половину, наверное, Верховной Рады стоило бы серьезно проверить, вот, особенно после первой оранжевой революции. Сколько конкретно двинутых людей, ну вот мы прям же даже видели их, да, они бы вряд ли бы прошли бы в нормальной стране, бы справку не получили. Это была история про разложение государственности под видом, ну, бега в Европу. И Зеленский оказался, как мы говорили, это не он первый начал. Это первый начал Кучма. Просто он оказался, как вот в этой игре, когда лишний стул, дети бегают под музыку, да, и потом музыка останавливается, а кому-то стула не хватило. Вот он оказался тем президентом, на кого выпало вот этот исторический этап расплачиваться по векселям. Это объясняет, почему Порошенко с такой радостью сдал ему пост в 2019 году, не сопротивлялся. А теперь Порошенко, как опытный политик с хорошим образованием, еще с советским бэкграундом, в свое время с неплохими отношениями, в том числе и в Москве, ну, имеется в виду, он много чего знает, они, в общем-то, просто готовятся сейчас к тому, что на месте Украины образуется некая пост-Украина, которая должна будет учитывать реальности и на фронте, реальности социальные, сколько инвалидов, ну, сколько их, а еще они вернутся. А еще есть реальность, ну, скажем так, военно-политическая. Вот эти люди, которые ушли в СЗЧ, в Сочи с оружием, они кому будут лояльны? Ну, хорошо, сейчас они и прячутся. Ну, потому что надо прятаться. А когда, так сказать, изменится ситуация, вот, с кем они будут воевать? Это очень хороший и очень сложный вопрос, потому что Зеленский после того, как рухнет вот этот вот пузырь самооблучения внутри когнитивной войны, который раздули еще с марта 2022 года весь мир с нами, это будет очень-очень больно. И я думаю, что в ходе вот этого удара и, ну, в общем-то, возврата в сознание общества
произойдет, знаете, я сейчас скажу, на каком этапе мы находимся. Дело в том, что на Украине не умеют читать своих же, так сказать, талантов и гениев. Ну, потому что вот, тот же Тарас Шевченко, которого все в школе учат, да, это же наш петербургский поэт, вот, который большую часть времени творил у нас на севере. И у него же в основном это предупреждение об Украине. Вот мы сейчас находимся ровно в этом месте, я напоминаю. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Вот мы сейчас находимся в этой ситуации. Украину приспали евроинтеграцией, войной с Россией, границами 91 года, весь мир с нами. И вот теперь, когда она находится в огне, ее окраденную пробуждают. Это ровно тот исторический архетип, который Тарас Шевченко, каневско-петербургский поэт, вот, в общем-то, Погодите, предвидел. а что указывает на то, что Украину пробуждают? Постойте. В истерика, которая происходит. Сейчас, когда кинут, это все и произойдет. Инъекция закончится денежная. Вот мы, смотрите, Зеленского и ОПГ хотят снять с довольствия. То есть, в том виде, в котором есть, они не выполняют контракт по ведению эффективной войны с Россией. Поэтому это ОПГ нужно либо сделать козлами отпущения, что они во всем виноваты, да? Это не потому, что сама идея ущербна войны с Россией, она самоубийственна. А это просто плохие исполнители. И вот сейчас для того, чтобы это провести, Украину пробуждают с помощью НАБУ, САПа, вот этих всех историй. То есть, начинают ей бурлить. Посмотрите, ее обокрали, но ее обокрали не поколение уже президентов и ОПГ, которые готовили войну с Россией, напоминаю. С 2004 года они эту идею продавали под видом евроинтеграции. Она же в чем была идея-то? Что нам нужно оторваться от Востока, но оторваться от Востока мы сможем только если мы подавим, наших внутренних манкуртов и предателей, которые живут на нашем Востоке. Мы их должны либо украинизувати, потому что это ж манкурты и кацапы, забывшие вообще корень, да? Но была засада. Потому что электорально там на Юго-Востоке проживало всегда больше народу, да? И можно устроить любые фигли-мигли с Майданами, но на следующих выборах чик-чирик, и, в общем-то, приходили другие политические силы. Поэтому с Востоком надо было что-то делать. И идею порабощения внутреннего Востока – это идея еще начала нулевых годов. Я напоминаю, манкурчина-кацапская биомасса, сепары и прочие вещи. Поэтому вот эта история 20 лет, когда Украину присыпали, и ее присыпали именно идеей вхождения в европейское мировое пространство, где будут украинцы такими первыми среди равных. А по факту им предлагали устроить гражданскую войну внутри себя во имя того, чтобы когда-то присоединиться к Европе. Украинцы не первые, я напомню, эту же штуку проделали с грузинами. Чтобы Грузия куда-то там евроинтегрировалась, нужно решить вопросы с сепарами местными. То есть, с Южной Осетией и с Абхазией. Это 2008 год. А самый первый раз такое проделали с молдаванами. Когда было объявлено Приднестровье сепаратистами. Это еще начало 90-х годов. Я напоминаю, молдаване первые побежали еще и отказываться от кириллицы. А это вообще на голову не налазит. На Украине эти идеи только среди интеллектуалов витают отдельных. Да, что надо бы отказаться от кириллицы. А молдаване это сделали еще в 90-м году. Поэтому ничего нового на Украине не происходит. Но в силу того, что страна, с одной стороны, очень большая, а с другой стороны, украинцы народ упрямый, как и русские. Поэтому и говорят, что один народ. Потому что очень похожие черты характера. Молдаване попробовали? Не надо больше. Даже идеи теперь войны с Приднестровьем нет. Она глубоко маргинальна. В Грузии попробовали, хотя горячий южный народ. Лучше не надо. Посмотрите, какие процессы сейчас проходят в Грузии. Постепенного выздоровления. Постепенного возвращения в сознание. То есть, иллюзии, что мы Джорджия, что Запад нам поможет. Они
рассасываются. И на Украине, если бы не было вот этой вот ненужной хуцпы, то по большому счету вот этим вот болезнью оранжевой, которая была подцеплена в 2004 году, ее можно было бы пережить и переварить внутри себя. Потому что Майданы это неприятно, но я вот напоминаю, та же Киргизия, в которой было несколько похожих событий на Майданы. В одном больше участвовали западные партнеры, да, когда Акаева сносили. Потом с Бакиевым там были уже по схеме было похоже, но это были уже больше внутренние разборки. Но в силу того, что не было рядом Польши, вот кто в этом активно участвовала, то Киргизия смогла переварить это внутри себя, да, как кризис. И по большому счету в России же в 93 году был свой Майдан с расстрелом парламента. Ну, так-то по большому счету, да. И в этом активно американцы участвовали. Бориса Ельцина поддерживали в противовес, как тогда называемому Красному Верховному Совету. Но тоже за десятилетия этот вирус, он же был внутри пережит. Поэтому ничего страшного в госпереворотах. Это неприятно, но критически страшного не было бы. И по большому счету в 2014 году просто была сделана очень серьезная ошибка, именно связанная с тем, что можно начать войну против своих, так сказать, сепаров. Можно спорить, знаете. Мы этим и занимаемся, полемизируем, а были ли своими, а насколько кто кому был свой. Даже если вот эта клановая система, с которой вы начали, да, Днепровские, Донецкие, Винницкие, вот эти Львовские, они вот друг с дружкой, вот в таких были контрах. Это мы говорим об элитах и финансово-промышленных группах каких-то, да? Да. А что говорить о простых людях? Хотя, по идее, их ничего не разделяло. Спокойно ездили там на украинском говорили на Донбассе, по-русски говорили во Львове, там Альфа-Фест, все это все помнят, но были ли своими? Потому что кто свой, кто чужой, вот эта элита и управляет. Я хотел бы с вами обсудить... Нет, смотрите, давайте просто тогда зафиксируем. Элита, падлы, пользовались тем, что они от выборов к выборам те вопросы, которые разделяют общество, не решали, а каждый раз поднимали на знамена и откладывали на будущее. Языковой вопрос... Об этом фильм «Слуга народа». Да. Да, это оно и есть, конечно. Хотя нужно было поступить очень просто. Соседняя Белоруссия, ее точно так же колбасило в 90-х годах. По тем же вопросам. По поводу языка, отношений с Россией и государственной символики. Огромному количеству людей не понравилось, что петлюровский флаг почему-то взяли и сделали государственным. С чего бы это? Посмотрите белорусская модель. Или белорусская через референдум. Провели бы референдум, еще как Кучма обещал. И в 96-м году эти вопросы были бы сняты. Вот я вот тоже, кстати... как нельзя? Я вот об этом думаю, кстати. В этих словах ваших есть определенная... Не то, что определенная, а, наверное, ключевая истина. Как раз вот эти регионы, которые сейчас в горниле войны, вот сейчас сообщают о том... Российские телеграм-каналы и военкоры сообщали раньше о том, что там ВСРФ, вооруженные силы, штурмуют Новопавловку. Это бои в Днепропетровской области. Причем, смотрите, штурмуют Новопавловку. То есть, все, война там. То есть, конкретно. Я вот цепляюсь за вашу мысль. В этих регионах слишком дохрена людей. Агломерации, городишки, города. Люди тянулись там, да, их становилось больше. Я вот просто, когда вот приводил вам пример, нормально ездили там так с Западной Украины приезжали на Донбасс, жили, работали, нормально себя чувствовали, скажем так, да, и в рамках уже вот с 91-го года, имеется в виду, бизнес делали, то есть там, а ты откуда там Западенец? Ничего страшного, вот как так все и жили. Там было много народу. И нужно, чтобы этого народу становилось меньше, потому что не так проголосуют. Не того выберут. И на референдуме не так проголосуют, и на выборах не того выберут. Поэтому тут есть так исторической позиции посмотреть, такая ретроспектива. Причем, заметьте, сейчас кабинет министров, скандал идет, там вот это все. Кабинет министров Украины упрощает, чтобы приезжали работники из других стран. Давайте, проще сделаем. Одну бумажку, все. Раньше 2 надо было, а сейчас 1. Реформа на 50% легче. Ввиду этого у меня вот возникает другой момент. Но Украина же уникальная страна.
Вот я помню, год-полтора назад вы так задали тон разговора по основным этапам этой войны. Ну, около года начали говорить «партия ухилянтів». Ну, как вот такое клише. То есть ухилянты, те, кто не служат, сидят по хатам или уехали, или там батальон Монако, или никакой не Монако, просто стали беженцами. И говорит, это партия ухилянтов. Сейчас у нас стоит на повестке дня партия СЗЧшников. Партия ухилянтов, партия ХСЗЧшников. Сейчас мы еще какую-то историю придумаем, еще какой-то будет кластер небогоугодных людей для вот этого формата землянки УПА. И у нас уже, вот смотрите, уже будет там 2 партии, скоро будет 3, потом 4. То есть вот это вот деление, размножение делением, понимаете, происходит. Очень интересный процесс, вот такой прям показательный и такой специфический. А ведь и ухилянты, и СЗЧшники – это напрямую явление, которое порожденное войной. Войной, которую не хотят останавливать. И поэтому у меня всегда такой вопрос. Знаете, когда вот мы спорим, ну, я пытаюсь спорить или как пытаюсь, ну, там, другую точку зрения в разговорах с разными экспертами, и с вами в том числе. Война не закончится. Война не будет продолжаться. Подождите. Вот у нас есть ухилянты, СЗЧшники. Возьмем этот сектор. Так сейчас еще 150 таких партий, которых породит несправедливость. И вообще сама война в принципе, которая, как утверждает Трамп, не должна была начаться. То есть у нас вообще тогда все развалится, распадется. И останется горстка каких-то выгодополучателей и типа патриотов. И они будут вообще в унизительном меньшинстве. Так надо останавливать быстрее, пока хоть какое-то есть, ну, какое-то тепло в этих печах землянки УПА. Ну, смотрите, надо просто разделять возможную остановку военных действий, боевых именно действий, и прекращение войны. Война – это идея. Война в первую очередь в голове. Вот собеседник и ваш, и мы тоже с ним записываем программу «Чистоту понимания», Трещелин, вот Павел, он же саму идею войны постоянно разбирает с вами, как она на Западе видится в первую очередь. На Западе это модель пиратской войны, что мы совершаем налет, подкупаем отдельных, так сказать, элиток, которым даем потом возможность свалить в Лондон и Вашингтон и так далее личную безопасность, да? А война пусть дальше продолжается, индейцами ведут как хотят. Вот они сами это, вот как сейчас, они же ушли из Афганистана, и что? Вот, и что? И все вернулось на круги своя. Вот, посмотрите, любая война, вот в Латинской Америке то, что они устраивают. Поэтому для прекращения войны именно, не боевых действий, а войны, нам нужно осознать, что это война индейского типа, когда разные племена одного народа стравили между собой, делали это на протяжении 25 лет. Вот это нужно отрефлексировать. Как это делалось? Для чего была история нужна про Голодомор? Вот казахи сейчас делают вывод. Там вот даже на памятнике, и вообще убрали аналог своего Голодомора, написали голод. Почему? Потому что это разные вещи. Но это все по схеме Пучков многократно описал. Наш, так сказать, отец и учитель родной в интернетах. Он же уже 30 лет там. Каждый антисоветчик становится русофобом. Это неизбежно. Ты начинаешь с одного, тебе не нравится история периода, а потом переносишь ее и на все остальное. А дальше все закончится сепары, надо убить плохие, плохо знают украинский язык, и к этому неизбежно приходит. Поэтому для того, чтобы вытравить идею войны, нужно на культурном уровне, тут надо разбираться, есть люди материалисты и идеалисты, да, то есть те, кто идеалисты, им больше, так сказать, в духовные какие-то там практики и почему нельзя воевать внутри одной культуры. А те, которые больше на материалистических позициях, просто надо учить историю и вспоминать, как уже многократно на этой территории амбиции разных элит. Нам же Пушкин об этом наследство оставил. Что такое феномен Мазепы был, да? Это человек, который пригрелся, так сказать, внутри власти, а потом совершил переворот. И в этом смысле нам нужно, чтобы идея войны
Это 3 агрегатных состояния украинского национализма, именно антироссийского. Это Мазепинщина, Петлюровщина и Бандеровщина. Вот нужно вытравливать 3 этих состояний. Потому что Мазепинщина – это тоже опасное состояние. Это когда живешь внутри общей культуры и думаешь, как бы вовремя предательство совершить. Думаете, у нас в России нет таких мазепинцев? Да куча, огромное количество народу, которые бы хотели бы... Ну, откуда у нас все иноагенты берутся, из числа в том числе. Ну, у нас там бывший руководитель наших, который в Европу сбежал. Наше же такое прокремлевское было движение. Якименко, да? Ну, послушайте, что он как бы несет, находясь в Европах. Или куча нашего народу, вот там позор моего родного города Новосибирска, Лазарева. В кого она превратилась, да, КВНщица? Ну, в дичь полную, да. Чем это отличается от Гордона, то, что она несет, да, киевлянина? Вот уроженка Новосибирска, и которая, в общем-то, сибирячка должна быть, да, и киевский хуцпан еврей Гордон превратились в одно и то же существо кровожадное. Почему? Потому что появилась прослойка, которая делает на этом деньги и имя. Понимаете, вот эти вот люди, наши, так сказать, коллеги по цеху, ломы, они же, кроме, ну, коммерсанты, они финансово мотивированы. А тут же еще вот как в «Адвокате дьявола», да, тщеславие – мой любимый грех, да. И когда ты можешь получить кусочек славы за счет хуцпы, кусочек славы за счет нагнетания вот этих вот настроений людоедских, да. Мочу советовали пить дончанам, да, мочу советовали. Ну, вот опасность хуцпы в том, что она всегда возвращается. Что ты как бы желаешь что-то мерзкое и людоедское тем, кого ты считаешь не людьми, а оно к тебе потом возвращается. И вот эта идея войны, нее нельзя, вот остановка боевых действий – это одно. А прекращение войны как культурного процесса, то есть, чтобы сама идея была вытравлена, это очень серьезная культурная работа, где нужно будет действовать на самом глубинном уровне. И те, кто ушли, вот вы говорите, партия сочинцев, да, ну, СЗЧшников по-украински, это должна быть не пассивная позиция, а активная позиция. То есть, это те люди, когда наступит возможность, они должны занять именно позицию по вытравливанию самой идеи войны с Россией. Потому что иначе через паузу будет новый акт войны. А никому это не надо. Ну, это путь в полный тупик. Как вам видится? Сейчас пошли вот эти сливы, я так обсуждаю, понимая, что это издание, источники издания, там, ну, да, ну, понятно. Якобы есть четкий дедлайн. Умеров полетел в Турцию, ему турки передали, что, значит, так, значит, до 3 декабря, то есть надо Россия и Украина, делегации в двухстороннем формате, чтобы встретились и заявили об одной-две хоть каких-то, да, общей позиции по завершению войны. До этого, там, до конца следующей недели Россия передает свой пакет предложений, контрпредложение Украина передает до конца следующей. Ну, короче, к 3 числу они встречаются и находят общие точки, и вот выходят и заявляют, что там лед тронулся, процесс пошел, Стамбул-2, сделали ему искусственное дыхание, и вот, смотрите, Трамп доволен, все довольны, и это все вот как бы, да, вот так. И вот эти все пленки, даже ситуация на фронте, которая тяжелейшая, вот тяжелейшая, у нас просто ее все закрывают глаза на нее, говорят, ой, там, деблокировали все, смотрите, как хорошо, а видно, что совсем все нехорошо. Это все как бы... Ну, рычаги давления. Вот для того, чтобы это провести по четким дедлайнам. Как вы вообще относитесь к этому? Вот есть понимание, что это может быть? Или потому что я понимаю, что мы с вами обсуждаем чисто гипотетическую вещь на фоне каких-то сливов, что Россия и Америка вот согласовала этот тайминг. Этот тайминг ложится, насколько я понимаю, полностью вот в эти условия Анкориджа. И, ну, вот это, да, то есть часть Трампа, американскую часть. Там сейчас Рубио выходит, такие заявления странные делает. Да и Америка сама голосует про антинацистский проект синхрон. Ну, в общем, там же как обычно, да?
Америка против этих вещей, точнее, наоборот, за этих вещей, за антироссийский, антинацистский, короче, там два анти, поэтому путается на слух восприятие. Короче, проголосовала не в пику России, да, а действительно, чтобы бороться с нацизмом, и все это воспринимают как такие эпохальные шаги. Может быть, этот тайминг включен вот в эту динамическую ситуацию, которая сейчас? Ну, Россия в последнем контакте как раз с украинской делегацией показала, что готовы общаться о чем-то, да, но главное же, в чем позиция России, что непонятно, как гарантирует Киев выполнение любых обязательств, которые он возьмет. Поэтому, с моей точки зрения, позиция Москвы именно в этом не изменится, что кроме того, чтобы договариваться и что-то подписывать, нужны еще гарантии исполнения. Ну, в юриспруденции есть такое понятие же недееспособность. Да, вот человек может быть взрослым, но он может быть признан недееспособным в силу разных причин. И в этом смысле для России главное, чтобы была дееспособность тех, кто берет на себя обязательства. И, конечно же, по-хорошему договоренности Киева еще дополнительно должны подписывать послы, ну или там представители не только США, Польши, Германии, вот всех, кто системно двигал Украину к этой идее, это и Польша, и Румыния, и Франция, и Германия, и Чехия в этом участвовала, и Прибалты в этом активно участвовали. Да? И вот если не будет такой позиции, что все подлинно дееспособные страны, которые инвестировали и зарабатывают на этом биореакторе, возьмут на себя обязательства по приостановке боевых действий и уничтожению предпосылок к войне, то тогда можно было бы предположить, что это начнется период остановки войны в подлинном смысле этого слова. Но мы же видим, чем занимается Германия, чем занимается Прибалтика. Они, наоборот, свои общества готовят к войне с Россией. Они же это прокачивают, да? Что нам надо готовиться, что Россия не остановится на Украине, мы следующие. Это же происходит. Поэтому рассматривать почему я ее называю пост-Украину? Когда у тебя вынесен точка принятия решения за пределы страны, ее правильно считать колонией. Вот. Поэтому, если все колонизаторы вместе с представителями колонии под чем-то не подпишутся, можно делать вывод, что это будет очередная Филькина грамота. Да? То есть, документ, который используется для короткого прекращения боевых действий. То есть, передышку. А второй маркер, который, собственно, показывает подлинность намерений, это что будет происходить на западных границах. То есть, будут ли продолжать поставлять военные грузы. Потому что Россия, она полновластна в этом смысле. Она сама оружие производит, поставляет, управляет этим всем и платит своим солдатам. А Украина – это всего лишь территория конфликта. Да? Нет ни своего оружия, ни своих денег. Поэтому договариваться нужно комплексно. Я думаю, что у нас эту ситуацию понимают. Ну и третий фактор – это по поводу легитимности самого нынешнего правительства и президента. То есть, по-хорошему, нужно же, чтобы легитимность она черпается изнутри и извне. Изнутри это через выборы, либо там через коронацию, если это монархия. Ну, в общем, внутренняя легитимация. Да? И внешняя, то есть, признание внешних, так сказать, игроков основных. Ну, вот на Украине легитимность власти держится за счет внешнего контура. Наши многократно говорили про нелегитимность, там, просроченность Зеленского. Но это второй вопрос, как называть. Но я сомневаюсь, что подписывать что-то стратегическое с политиком, не обладающим мандатом внутренней легитимности, в Москве будут. Поэтому еще вопрос, так сказать, выборов-перевыборов, он актуален для того, чтобы в Москве начали доверять тому, с кем что-то потенциально могут подписать. Поэтому вот эти три важных фактора,
по совокупности, так сказать, фактов, я не думаю, что 3 декабря что-то произойдет, кроме какой-нибудь ритуальной встречи. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Я благодарю за время и мысли. Спасибо, до встречи. Друзья, подписывайтесь на Семена Уралова, ставьте лайк этому видео, напишите, что думаете в комментариях. Добра и света. Увидимся.